Друзья мои, дорогие подписчики и зрители канала Мальфар и далее Карпатский. Сегодня приступим с вами к обсуждению вариантам выбора трекера. Что это такое, зачем мы ими пользуемся, поскольку в рамках школы Мальфара из одной из групп мы перешли уже в третий семестр, в котором мы рассматриваем большое количество лайфхаков, где мы на практике изучаем то, как выйти на самообеспечение, как гарантировать себе стопроцентную автономность, как ухаживать за садом, как построить дом, как найти воду, и в том числе, как обеспечить себя всем необходимым. Мы будем рассказывать еще и о нашем стаде коз. Наверняка вы знаете, что Мальфар Карпатский производит козье масло, козьи сыры. Мы производим совместно с торговой маркой Королева Марго удивительный, исключительный эксклюзивный крем Королева Марго на несъевики. Во всем этом помогают нам козы. Кроме того, козы – наши помощники в реализации нескольких очень интересных природоохранных проектов. Общаясь с козами, взаимодействуя с ними, однозначно мы несем за них ответственность и вынуждены постоянно следить за козами. Но поскольку у нас козье стадо достаточно автономно, то есть они за 5 лет так обучены путешествовать и пастись в лесу самостоятельно, мы не используем услуг пастуха. Время от времени мы тренируем стадо коз при помощи нашей пастушьей собаки, но козы у нас предоставлены сами себе, они пасутся в лесу, они пасутся по полях. Для нас очень важно точно знать местонахождение коз. Давайте с вами поговорим о том, что такое трекеры, с чем их едят. Наверняка вы слышали о таких гаджетах, которые помогают вам отслеживать либо местонахождение вашей машины, либо вашего питомца, ну и в том числе ваших детей. А мы же используем трекеры для того, чтобы знать, где находится наше стадо коз и где находятся наши кони. Вы можете выбрать для себя большое количество вариантов трекеров, большое количество китайских, вот таких подобных no-name трекеров. Их устройство достаточно несложное. Это батарейка, передающая антенна и некоторое количество возможных регулировок. Однако, чем отличаются китайские трекеры, которые вы можете купить с AliExpress либо с Temu, от действительно качественных реальных производителей? Они отличаются в первую очередь действительно качеством, то есть те, кто произведены компаниями, которые в лучшем случае находятся в вашей стране, либо если вы можете с ними общаться напрямую, общаться с их дилерами, то однозначно это большой плюс. Вот и мы решили сегодня рассказать вам про производителя трекеров, с которым мы начали данную интеграцию. Итак, большущая разница китайских трекеров, неизвестных, от реального производителя в том, что вы получаете качество, вы получаете гарантию и получаете, конечно же, возможность сервиса, возможность консультаций и корректных настроек того оборудования, которое вы используете под ваши нужды. Поэтому переходим на профессиональные трекеры. Поэтому старые трекеры в утиль и делаем с вами распаковку. Итак, нашим партнером этого выпуска выступает украинский производитель трекеров, компания iBag. Вот мы получили от них трекер. Что приятно, мы открываем с вами коробочку. Коробочка сама по себе приятно выглядит, ее приятно держать в руках. Серебром написано iBag Ukrainian Quality. Открывая коробку, первым делом мы получаем некий моральний бонус, поскольку вірш Олеся Гончара «У безпеці наші думки вільні, серця відкриті, а мрії незламні». Далее давайте посмотрим на комплектацию этого трекера. Что мы здесь с вами имеем? Первое. Итак, пакет документ. Для начала мы имеем гарантию. Читаем. Гарантия, во-первых, правильно оформлена, есть подпись, печать лица выдавшего, компании выдавшего трекер и гарантия на 36 месяцев. Это не просто круто, это более чем круто. У нас есть в наличии сам трекер, есть устройство по его зарядное устройство, есть шнурок. Теперь посмотрим с вами на инструкцию. Во-первых, это инструкция, что приятно, на родном языке, не на китайском. Можно все почитать. Инструкция аж на целых 12 страницах. Все подробно написано, рассказано, как что подключать. Кроме того, компания уже постаралась и для нас сам трекер зарегистрировал непосредственно на своем сервисе и на стороннем сервисе. И все данные внесла в данном вот пакете под названием «Персональные данные».
Как вы видите, он упакован. Тут есть запечатка, то есть он склеен, никто кроме нас его не вскрывал. Мы открываем с вами, внимательно смотрим и читаем. Есть QR-коды, что удобно. Можно нажать, сразу зайти на сайт и проверить, как мы зарегистрированы. Есть логин, есть пароль. Непосредственно на самом сервере компании-производителя и на интересном дополнении приложении под названием Рухави. Как это все работает, мы обязательно с вами рассмотрим, когда будем настраивать трекер и проверять его качество работы по отслеживанию коз. Ну и, собственно говоря, сама распаковка. Раскрываем с вами, естественно, проводочек для питания. Открываем, достаем с вами сам трекер. Итак, вот он такой. Большой, черный. По весу ощущается, что там достаточно мощная батарейка. Какая именно, будем писать в описании, потому что есть разные трекеры, те, которые используются для автомобиля. Это же автономный трекер, то есть он получает зарядку, и потом в течение нескольких дней он работает в постоянном режиме онлайн и отслеживает наше стадо коз. Итак, что мы с вами видим? Во-первых, название производителя. Дальше мы видим с вами специально заклеенное с указанием «не вскрывать». То есть это гарантия того, что 36 месяцев трекер будет при необходимости иметь сервисный ремонт. Мы здесь с вами видим две кнопки. Одна кнопка для включения. Ну и вот такую отверточку берем. Ее в комплекте нет, но у нас она в наличии имеется. Это кнопка выключения принудительного трекера. Если вам по какой-то причине необходимо трекер выключить для сервисного обслуживания, либо сохранить батарейку на ночь, чтобы потом снова повесить ее на козу. Вот мы нажимаем кнопку «Выкл», затем нажимаем, когда нам нужно, включение, держим 10 секунд и, собственно говоря, трекер снова в работе. Трекер имеет свой номер идентификационный, серийный номер, есть и номер имеи, также, по которому можно искать и находить, когда нужным. А вот, собственно говоря, вот такой замечательный, приятный трекер. Во-первых, как вы понимаете, он больше, чем те, которые я вам показывал по объему. Ну и будем с вами проверять, как же он будет работать на наших козах. Итак, наша украинская компания iBack, производитель трекеров, GSM и GPS трекеров, которые помогают вам находить, всегда знать, где находится то, что вам особенно дорого. Так, ну а теперь скажу об этом нехитром устройстве. Это большой собачий ошейник, причем у нашей молодой собаки ошейник в разы меньше, потому что этот ошейник носит большой козел, поэтому он сделан мощным и прочным и крепким, с небольшими доработками с нашей стороны, потому что неоднократно была такая ситуация, что коза где-нибудь или козел почешется и, собственно говоря, сам трекер теряется в лесу, и потом приходится создавать некую поисковую операцию. Так вот, вот такой мощный прочный ошейник с доработками в виде болтов на гайке. Мало того, не на одной гайке, а с каждой стороны по две гайки. Гайка и контргайка. Прочный карман, сделанный из ПВХ-ткани, которая не протекает. Но нужно сказать, что компания iBack, он также имеет специальную защиту от влаги. Но мы хотим перестраховаться. Самая главная задача данного мешка, либо чехла, заключается в том, чтобы трекер ни в коем случае не свалился с ошейника. Вот. А ошейник не снимается с козы по одной простой причине, потому что у козы либо у козла есть большие рога. Вот, собственно говоря, такое устройство. И как мы его крепим, а дальше как мы проверяем, где находятся наши козы и как вообще они выглядят, сейчас с вами отправимся посмотреть. Мы вскрыли чехол, погрузили туда, очень плотно заходит трекер, чтобы он не болтался и не выскакивал. Вот, погрузили туда трекер, одели на болт, закрутили. Все, наше устройство готово к отслеживанию козочек. Ну и теперь мы с вами встретимся с нашими козами. Сегодня наш большой козел оказался не в духе. Он не хочет быть одетым в ошейник, поэтому берем одну из больших наших самок. Она готова сегодня быть носительницей и хранительницей данного гаджета. Аппарата стоит спокойно, ожидает, пока мы все на нее оденем. Прочно фиксируем ошейник на козу, а затем делаем дополнительное предохранительное закрепление при помощи простой штуки. Болта на 10 мм. Ну и, собственно говоря, дальше следует волшебное, непередаваемое в видео
команды Козом отправиться в новое путешествие для реализации наших природоохранных проектов по подъеданию дряника в лесу и, как вы думаете, ну, конечно же, созданию прекрасного гумуса для того, чтобы создавать в Карпатах альпийские луга. Наша немаленькая, хочу сказать, стадо коз отправляется на выпас. Та-дам! Ну а теперь, собственно говоря, при помощи каких дополнительных инструментов мы имеем возможность отслеживать реальное нахождение коз. Повторюсь, мы отслеживаем коз в реальном времени. То есть трекер настраивается таким образом, что он посылает сигналы каждую минуту. То есть каждые 60 секунд нам приходит сообщение. Есть приложение «Руховик», где нас предварительно уже зарегистрировали. Нужно всего-навсего зайти, поменять свой логин, пароль. И вот мы видим, значит, в данной программе доступна статистика. Сейчас мы видим конкретно местонахождение. Если мы выбираем показать нам путь и маршрут наших коз, мы видим, что с момента старта вот они были в козлятнике, в стайне. Мы двигались с вами с трекером, записывали видео, затем козы пошли гулять. Они пошли на поле, покрутились возле оврага, и сейчас они закрепились рядом с старой яблоней. Это я точно знаю. Вот они сейчас там стоят и лопают вкусные осенние яблочки. То есть можем с вами взять статистику по дням, можем взять статистику по конкретной дате, конкретно посмотреть маршрут, количество километров, которые козы прогулялись, ну и, собственно говоря, скорость и так далее. Все это реально возможно. Это удобно. Также есть еще вот такое приложение, непосредственно на сервере компании iBack.